Приветствую вас на канале, меня зовут Александр. Сегодня будет обзор, распаковка. Раз, два, три, четыре, пять, 6 пакетов. Товары были приобретены на Алиэкспресс и один товар на Banggood, фирменный пакетик. Поэтому давайте приступим. Погнали! И начну я, пожалуй, вот с этого пакета. Цифровой оптический кабель длиной 1,5 метра заказал на Алиэкспресс в официальном магазине Ugreen за $3.68. Доставили из Латвии за 1,5 месяца, пакет оценили в $1. Фирменный пакет, на котором указан официальный сайт ugreen.com, ну и конкретно его координаты. Этот магазин предлагает кабель длиной 1, 1,5, 2 и 3 метра с бесплатной доставкой в Беларусь. Хочу с помощью него выводить звук с DVD-плеера на AV-ресивер. Ранее я давно уже покупал подобный кабель Toslink на eBay, он до сих пор в работе. Так, смотрим, что получили. Открыточка. Традиционный подарок — это такая стяжка для кабеля. Ну и также в фирменном пакетике таком на защелке. Так, и еще такая вот бумажка. О, тут даже силиконовые наконечники есть, такие колпачки. Для защиты от пыли и грязи. Они как бы фиксированные такие, нормально, классно. Кабель абсолютно не толстый в сравнении с тем, что у меня ранее был. Там достаточно под сантиметр, наверное, диаметр изоляции было. Здесь всего миллиметра 3,5-4. Так, да, по длине 1,5 метра будет. Коннектор имеет гравировку бренда Ugreen. И вот такие вот силиконовые колпачки, которые как бы одеты уже хомутиком на кабель, чтобы сюда не попадала грязь, пыль. Но все остальное по классике. Будем пробовать, как это все работает. Так, подключаю один конец в оптический вход ресивера. Один у меня уже занят. Это с телевизора идет звук. Готово. А второй конец в оптический выход DVD-плеера Pioneer. Готово. Плотно заходит. Так, теперь установлю какой-нибудь диск. И выведу его звук на ресивер. Погнали. Ну, все работает. Треки переключают. Да. Все окей. Напомню, цена $3.68 за 1,5 метра. Погнали дальше. А в этом пакете на Алиэкспресс в официальном магазине Fumao приобрел такие пружинки диаметром 28 мм для ремонта вот таких дверных ручек. Или защелок они считаются, не знаю. Короче, здесь уже на 5,6 ручка не держится, должна быть зафиксирована таким вот образом. Потому что пружинки здесь уже нет, она сломана. В своем городе не нашел, пришлось заказывать на Алиэкспресс. Точнее, нет, был продавец где-то на рынке, но от меня туда ехать проще заказать из Китая. Кстати, прибыло из Эстонии, трек номер отслеживался, как и предыдущий пакет. Этот лот назывался Type A, там было несколько вариантов. В этом магазине море всяких пружинок и для замков, и для встраиваемых в потолок светильников, знаете, такие, которые фиксируют его в отверстии там потолка. Если вы ищете какую-то закорючку, посетите магазин, наверняка что-то для себя найдете. Вот такой пакетик, здесь имеется визитка. Да, и вот тут как бы представлены некоторые такие закорючки, которые можно приобрести. Так, напомню, да, лот Type A, и здесь у меня находится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пружинок почему-то. И это тип А. Отличие от типа Б, что у него два конца находятся рядышком и направлены противоположно друг от друга. У типа Б с этой стороны этот кончик и направлен в одну сторону. Мне именно нужны были такие. Да, и внешний диаметр у них действительно 28 миллиметров. Так, вот две ручки, левая и правая, установил пружинку, вот так выглядит оригинальная. Тут еще как бы есть такой крючок, здесь в принципе просто упирается. Ну, в принципе, все работает. И это зажимается, и вот это зажимается. Учитывайте направление элементов при сборе ручки. Для левой и правой ручки они симметричные. Вот, в принципе, уже 3 ручки починил. Заменил пружинку. Это получается правая, эти две левые. Купил коврик для мыши за $2.33. Такой сверток доставили в Беларусь из Латвии. Неожиданно быстро, за 17 дней. У меня впервые в жизни такое, чтобы в этом месяце заказал и в этом же месяце получил. Поэтому магазину лайк большой жирный. Пакетик оценили в $1. Магазин предлагает 4 размера ковриков. У меня же самый маленький, размером 25 на 30 сантиметров. Когда-то я приобретал себе большой коврик. У меня даже есть обзор на этот товар. И ссылка на него сейчас появится где-то на экране.
Есть визитка от магазина. Ну, коврик пошит в принципе нормально. Здесь как нейлон, блестящая ткань. Обратная сторона обрезиненная. И все контуры коврика обверлочены. Никакого логотипа, никакого принта. Вот такой вот черный обычный коврик. Ну, так захотели. Коврик ничего в нем не обычного. Обычный коврик. Удобно все работает. Адекватно воспринимает его мышка. Надеюсь, заказчице этот коврик понравится. В недавнем видео, вышедшем у меня на канале с обзором паяльника, популярного паяльника TS100, я сказал, что купил еще два нефирменных, а значит дешевых жала для этого паяльника, жала-картриджи. И вот менее чем через месяц эти два жала из Эстонии в Беларусь прибыли со отслеживаемым трек-номером. Оценили в конверте в $4.30, а отдал чуть более $14, то есть жала вышли по 7, по-моему, долларов или 7,5. Давайте посмотрим, что это такое. Нефирменные жала. Ну да, здесь уже нету блистерной упаковки со ссылкой на официальный сайт. Здесь вот такая вот T12 Iron. Почему T12? Скотч должен быть TS100. А T12 это уже другой паяльник. Да, здесь в обычном пакетике. Купил жало типа TSK и TSC4. Подобное жало фирменное у меня оказалось некондиционным, и оно тут же сгорело. Но протестирую сейчас эти и посмотрим, как они себя поведут. Не скажу, что жало подделки, просто какой-то другой изготовитель их. Ну и, конечно же, гравировка логотипа и типа жала на корпусе отсутствует. Обратите внимание, сам кончик уже, рабочая часть уже даже луженая в этом жале. В оригинальном такого не было. TSC4 это стандартный вот такой 45 градусов скос. И TSK это такой топорик. У меня есть подобный топорик, но он более узкий. Здесь получается на весь диаметр. Он как шел, так вот такой же ширины этот топорик жала. Ну вот, кстати, здесь не луженый, здесь вот полностью просто металл. Два контакта всего. Давайте тестить. Сразу жало не сгорело, уже хорошо. А дальше посмотрим. Паяльник с установленными этими жалами ошибок не выдает. Все, в принципе, работает, а там посмотрим. Время покажет. Следующий вот такой громадный пакет. Ну, это как обычно. Перед очередной встречей Нового года я, как обычно, вспоминаю, что не заказал гирлянду для окна. Все думаю, потом, но наконец... Уже после Нового года заказал. Пускай будет уже для встречи следующего Нового года, если ничего не случится, и мы его все-таки встретим. Поэтому уже после праздника купил эту гирлянду за $12.16 шириной 3,5 метра. Получил тоже из Эстонии с курьерской службой Omniva через 3 недели со отслеживаемым трек-номером и вот таком, наверное, воздушном матрасе здесь. Оценили в $10 Holiday Light. Давайте посмотрим. Ох, ничего себе громадные фигурки. Магазин предлагает 4 лота. У меня называется Style 1 Multicolor, то есть тут RGB подсветка. И 2 элемента, то есть звезды и луна. Есть звезды покрупнее, есть помельче. Самые крупные звезды это где-то по 190 сантиметров. Да, 190 сантиметров, такой максимальный размер. Звездочки поменьше по 95 шириной. Также есть просто светодиодики на каждой гирляндочке. Гирлянда оснащена небольшим контроллером с одной кнопкой для переключения. Тут написано 8 режимов. И от него идет шнур питания с евровилкой. Длиной 1,5 метра должен быть. Да, где-то так и есть. Очень тонкий, кстати, и прозрачный такой изоляции. В принципе, как и вся гирлянда. На другом конце имеется стандартная евро-розетка, куда входит евровилка. То есть, таким образом можно соединять несколько гирлянд и ширину общей гирлянды увеличивать несколько раз. И в магазине есть подобные гирлянды, только белого теплого свечения. Шикарно выглядит гирлянда, закрепил ее на тюле. Она действительно шириной 3,5 метра, то есть каждая нить расположена где-то на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Длина нити следующая, слева направо там 80, 20, 40. Опять 80, потом 60, 20, 40 и так далее. Всего 12 нитей, вот посчитайте через 30 сантиметров, где-то вот 3,5 метра получается. Эффектов действительно 8, они переключаются нажатием на кнопку.
Ну, в общем, гирлянда мне понравилась. На следующий год будет праздник. Ну, если все прошлые покупки сделаны были на Алиэкспресс, то этот пакетик я купил на Banggood за $4.80. Здесь трек номер не указан, но мне его сообщили, и я его хорошо отслеживал. Доставили курьерской службой СДЭК через Казахстан в Москву очень долго, более 2,5 месяцев. Заказывал еще, по-моему, в середине ноября. Получил в начале февраля. Здесь должен быть находиться контроллер с ИК-пультом для RGB светодиодной ленты. У меня уже такой есть, но я решил сделать подсветку серванта, поэтому заказал еще такой контроллер. Заказывал почему на Banggood, потому что были какие-то деньги на PayPal. А мне их прислали 3 штуки за $4.80. Даже есть какая-то инструкция. Да, вот такой контроллер, маленькая платка, в термоусадочной трубке скрыта. Здесь имеется разъем питания и ИК-фотоприемник. И пультик небольшой. О, даже и с батарейкой, судя по этой вот предохранительной штучке. Ну, проверим сейчас. Да, есть питание от батарейки CR2025. Пульт имеет 24 кнопки для включения и его выключения, регулировки яркости, переключения цветов, включая белый, и 4 режима переключения эффектов. Небольшой пульсик, вот такой. Для проверки работоспособности этого контроллера, как тут заявлено, потребуется источник питания от 5 до 24 вольт и светодиодная лента RGB. У меня блок питания 12 вольт 5 ампер. Подойдет. Вот я уже подключил. И сюда, соблюдая вот эту полярность, тут есть метка, такой треугольничек. И на разъеме также есть меточка соответствующая. Этот коннектор лишний. Совмещаем вот так. То есть здесь метка напротив этой метки. Так, это фотоприемник. Включаем. Так, работает. И яркость регулирует этими кнопками. Так, уменьшает яркость вот эта кнопка. Эта кнопка увеличивает. Так, это просто переключает цвета. Красный, зеленый, синий. И их оттенки различные. Так, это, как я уже показывал, белый цвет. И 4 эффекта. Флэш. И в режиме вот этих эффектов, вот эти 2 кнопки, которые отвечают за яркость, уже регулируют частоту переключения, ну или скорость переключения. То есть вот так вот мы ее увеличиваем, а вот этой кнопкой замедляем. Проверил один контроллер, и он работает. Остальные не буду проверять, понадеюсь, что все работает. Все ссылки на представленные товары в описании. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и встретимся здесь же. Пока, увидимся.